Представители знака зодиака Девы. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз гороскоп на неделю с 26 июня по 2 июля. Уже начало второго месяца лета. Давайте узнаем подсказки карт. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений. Но я надеюсь, какие-то подсказки карт вместе с вашей интуицией для вас будут, вы услышите, увидите, может быть, или какой-то пазл, решение примете, чем-то будут полезны, одним словом. Вот давайте узнаем. И первую карту мы достанем. Что важно знать? Так ее и назовем. Как видят карты для вашего знака предстоящую неделю. Что важно знать? Чего не избежать или, может быть, неожиданности? Чему сейчас не время или что нам может помешать? А что нам будет помогать? И мы достанем 3 карты по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Что у нас с финансами? И личная жизнь. Итак, что важно знать? Ну, так, с принцессой мечей немножко настороже. Эта карта именно в этой колоде про образ Медузы Горгоны. Нам красавица здесь рыжеволосая, с длинными такими волосами показана. Ну, наверное, как Медуза она была красавицей, и у нее волосы струились, но, правда, белокурые до колен. Но здесь, видимо, художник аллегорию изобразил именно с рыжими волосами. И из-за чего она пострадала? Из-за наивности пострадала, из-за доверия пострадала и из-за непорядочности людей. Поэтому вот серьезные такие моменты, которые я озвучила. И поэтому, отправляясь даже в места, которые нам абсолютно знакомы, или где мы, может быть, много раз были и не чувствуем никакого подвоха, тем не менее, его как будто нужно ожидать. И не надеяться, повторюсь, на чье-то благоволение или на чью-то порядочность, а мы как будто должны предвидеть то, что или ситуация может пойти не так, или человек, который нам обещал в чем-то помочь, в последний момент может отказаться, увильнуть, или сказать, что «а я не могу», или еще там какие-то 1000 причин найти. Поэтому больше где-то на самосохранение раз, и все-таки это у нас мечи хладнокровия. Увидеть, что есть по факту, не что говорят, не что обещают, а где-то вот, чтобы не расходились слова с какими-то делами. И это ведь может быть банальная какая-то ситуация, у кого-то по работе, у кого-то и в быту тоже может быть. И поэтому, когда мы не ожидаем какого-то сюрприза в хорошем смысле. Ни от людей, ни от обстоятельств. Мы более собраны, нас сложно вообще удивить, а с другой стороны, нас словно, вот эта фраза, сложно выбить из седла. Практически невозможно. Мы создаем себе какую-то платформу неуязвимости. Нас и не зацепить-то невозможно ни на эмоции, ни на лесть, ни на какие-то высказывания со знаком минус, потому что мы настолько хладнокровно на все смотрим. Если люди так действуют, значит, это им зачем-то нужно, а нам это не нужно, поэтому идем где-то своей дорогой. Но взаимодействовать нам приходится, и, видимо, где-то на самосохранение вот эта неделя вы должны быть просто внимательны, чего не избежать. А деньги будут, мои дорогие, правда, с деньгами должен быть порядок. И мало ли, может быть, вы, ну, где-то излучаете, что у вас все хорошо. В наше сложное время далеко не у всех все хорошо. И, может быть, у вас, мои дорогие девы, да вообще все криво, косо идет, но вы это не транслируете. Вы держите марку, вы держите осанку на любом повороте, а кому-то это претит. Кому-то от этого плохо, может быть. И элементарная зависть, а надо сказать правда. По Медузе Горгоне ведь это зависть. Ей позавидовала Афина Паллада, потому что она красавица была. Белокожая, вот с этими струящимися волосами, и все боги Олимпа восхищались ею, и все хотели быть рядом с нею. Как ей могла простить Афина Паллада, богиня-воительница. И вот на зависти целая история мифологическая у нас получилась, хотя кто знает.
Надо сказать, Гомер все описывал, что у него вообще все самые интересные события происходили на Сицилии. Там же и циклопы, там вот по Сиракузам там много каких интересных моментов было. Ну и не только, и по местам, которые рядом. Так, я уже увлеклась, но я к чему говорю? Я говорю о том, что на самом деле зависть в людях губит как какое-то человеческое качество, так и открывает совершенно невообразимый простор иногда каким-то, ну, непредсказуемым действием со знаком минус. Поэтому мы себя сохраняем при том, при всем, что наша-то позиция сильная и по финансам в первую очередь. Когда мы, кстати, ведь это карта эгоиста, когда мы довольны собой. Поэтому если у вас все хорошо, мои дорогие, ну где-то не плодите эту зависть. Или, может быть, знаете, даже если все криво, а вы вот действительно, это ваша, ну, вот такая вот манера, может быть, хорошая, кстати, манера, когда мы не сдаемся, да. Но, видимо, не в эту неделю здесь нужно как бы так вот нейтрально быть, потому что, может быть, за вами буквально словно наблюдают, есть какой-то интерес, ждут, когда, знаете, так бывает, мы оступимся или сделаем что-то спонтанно, неправильно, а потом кто-то из этого создаст целую шумиху. Вот и тут мы себе тоже не должны помешать. Поэтому осмотрительность. Чему сейчас не время? Знаете, вот хотелось бы, может быть, даже с некоторыми людьми закончить отношения или какую-то историю условно завершить. Вообще, это карта трансформации. Я надеюсь, все правильно понимаю 13-й аркан. Но, видимо, не время нам говорят, потому что, скорее всего, вот с этими людьми нас еще не раз столкнет либо ситуация, либо какой-то случай. Поэтому нам с ними, понимаете, я больше вижу, что это какая-то персона есть в вашей жизни, я могу предположить. Потому что карта смерти все же это больше говорит, если мы с принцессой мечей это увязываем, что есть человек, который может ставить палки в колеса. И нам бы очень хотелось ему и сказать все, что мы думаем, где-то парировать, может быть, от него, ну, закрыться, как-то изолироваться. Но карта нам говорит, не время пока подводить какой-то итог, не время и для трансформации тоже. Видимо, еще как будто какая-то история, может быть, из прошлого. И явно вы, может быть, и предполагаете даже, что могут быть вот такие вот подвохи. Но, вы знаете, отчетливо, рационально надо видеть, что что-то должно завершиться. И ведь это старший аркан, значит, еще обстоятельства могут сложиться так, что вас как жизнь столкнет с этим человеком. Так кто знает, какие обстоятельства для человека еще сложатся, кстати, сказать. Тут ведь, знаете, как будто все в руках высших сил. Тут мы на ход небесных фишек повлиять точно не можем. И когда выпадает принцесса мечей вот с этой картой, тут наша самозащита в первую очередь и все подмечать в деталях. Не стоит, наверное, если мы говорим про работу, про какие-то организации, там тоже как будто вот рвать, да? Потому что когда мы сами какие-то связи прерываем, мы пропускаем невольно через себя. Нас тоже как будто изнутри ломает. Вот, видимо, в принципе, чтобы не создавать самим себе каких-то помех, нам карта говорит, подожди, еще не время. Вот какой-то финал, может быть, это касается одного какого-то пункта или одного конкретного человека. Не время подводить. Тут словно само пространство и время все расставит по местам. Давайте посмотрим. Точно расставит по местам. Карта умеренности. Вот всему свое время. И это нам помогает. И по этой карте это гармония в душе, это эмоциональный баланс. Хотя и не только. Здесь могут быть не случайные случайности, какие-то парадоксальные ситуации, которые вам могут отчасти где-то и помочь, но они могут вас и поставить словно перед каким-то выбором. И здесь будет очень важно как и прислушаться к подсказкам собственной души, так и подмечать буквально, что происходит вокруг. Здесь могут быть подсказки в окружающей обстановке даже. И если мы предельно внимательны, то мы как раз правильное направление словно прочувствуем и сделаем все верно. Мы сделаем все без спешки, потому что не секрет, что спешка нам никогда не помогает. И вот это как раз антагонизм по действиям, если мы говорим про скорость какую-то, здесь наоборот – как и дела могут, например, встать на паузу или что-то задерживаться.
Нет смысла что-то педалировать по этой карте. Нам ведь помогает как раз какая-то умеренность и буквально, может быть, сама по себе задержка в чем-либо, в получении как будто документов. Или в каком-то деле, когда нам тоже, может быть, приходится подождать. Или когда мы сами применяем вот эти энергии, не торопимся что-то, как и отвечать, пообещать кому-то что-то, а вот так хладнокровно сначала рассуждаем. Ну, давайте дальше. Дела, работа, бизнес. Но четверка кубков, карта апатии. И наша задача увидеть как раз вот эту руку с кубком. Или иными словами, какие-то возможности. Даже в каких-то ситуациях, когда что-то нас разочаровывает. Понимаете? Может быть, вот, ну, есть какая-то задача, которую вы очень хотите решить, или придаете какой-то теме большое значение. Может быть, так оно и есть. И вот что-то пробуксовывает. Либо по времени у вас, либо, ну, как-то идет не так, как вы хотите. А нам карта говорит, все идет так, как надо. Когда выпадает старший аркан, и стало быть, обстоятельства на нас влияют. Тут как ни крутись, ну, не убыстришь, не изменишь чего-то. А вот не быть в этой апатии и не смотреть в землю, я надеюсь, это видно, как раз нам прорисован герой, сидя на земле, который уставился просто в землю, он не видит ни горизонта, ведь важно как раз увидеть какие-то возможности. И даже если что-то у нас встает на паузу, это не повод для того, чтобы мы в себе как минимум сомневались. А у кого-то из вас эта карта может проиграться чувство усталости. Правда, такое тоже бывает. Уставшие люди делают ошибки. Поэтому, видимо, режим труда и отдыха, вот не убыстряйся нам, снова опять же говорят. Дай себе какой-то, может быть, как момент для маневра, дай себе и отдых. Дай себе, своей собственной душе, может быть, и мысли привести в порядок, может быть, и так. И тогда для тебя более четче какая-то картина будет ясна. Но, видимо, где-то нам может помешать как и усталость, так и апатия. Но ведь это мелкая карта, и значит, если мы что-то не решили или чиновник не подписал документ, не поставил печать или про что-то забыл, или мы думали, что мы быстрее решим какой-то вопрос или оформим документ, а здесь словно нас ставят на паузу. А карта-то нам говорит, как раз эта пауза нам еще и сослужит службу. Поэтому точно не расстраивайтесь, как будто для вас даже какое-то ожидание впоследствии обернется каким-то бонусом, ведь это нам помогает. Финансы, хотя нам сказали, что по финансам будет порядок. Вот посмотрите, карта вообще манипулятора великого, да, девушка у нас слабая, хрупкая, нежная, которая буквально открывает пасть льву, и лев ей подчиняется, потому что не чувствует агрессии, мои дорогие. Вот это вот все то, что я сейчас до этого говорила, можно уместить в эту карту. Когда, может быть, и люди пытаются манипулировать, так и мы должны той же монетой. Когда мы больше настроены на какую-то свою цель, и мы не должны сбить своих собственных настроек. Поэтому нас ничто не должно удивить вообще. Даже если придется тому самому льву открыть пасть. Ну, я, конечно, утрированно говорю, но ведь тоже парадоксальная ситуация нам прорисована. Или Мниската нам говорит о том, что нет ничего невозможного. Все рождается где-то в нашей ментальности. Поэтому, если мы поставим какие-то свои цели, задачи, мы их таким или иным путем достигнем. И здесь вот нам выпадает на финансы, и как раз со стороны финансов у вас полная как и стабильность, так и возможности. Но, видимо, где-то через финансы, вот я уже сказала, что может быть и зависть. Могут быть и еще какие-то моменты, когда вас, может быть, будут склонять потратить деньги, или каким-то образом вы сами можете, ну, вот так вот с собой рискнуть, понимаете? Ну, вообще на вас это не похоже. Поэтому на всякий случай будьте внимательны к паролям аккаунтов, там, да, или когда вы кому-то что-то обещаете, или перед тем, как участвовать в каком-то проекте, чтобы потом не было каких-то разочарований. Вот здесь же ясно, так вот нам карты недвусмысленно говорят, что словно через финансы могут быть какие-то подвохи, так и впоследствии мы как будто можем о чем-то пожалеть. Хотя при том, при всем у нас сильная позиция, посмотрите. И деньги-то тоже есть. Ну, так значит, если мы говорим карта сила, великий манипулятор или серый кардинал, значит, надо пользоваться.
вот этими энергиями, как мы сумеем где-то предвидеть что-то, так и с другой стороны, значит, у нас будет вариант маневра чего-то отказаться или действовать так, как вам ваша интуиция подсказывает. Ведь по этой карте тоже многое строится на интуиции и на эмоциональном балансе, по сути, как и по аркану умеренности. И в то же время, это уже третий момент, окружающая обстановка. Вот, наверное, интуиция, вера в собственные силы, окружающая обстановка, когда нас ничто не должно не умилить, не удивить, не обрадовать сверх меры или не разочаровать. Это в том значении не лезть, не должна на нас как-то вот цеплять или западать нам в душу, или наоборот какие-то высказывания со знаком минус, как будто могут специально провоцировать. Вот несколько карт об этом говорят, понимаете? И если мы где-то поддадимся на это, то ну, не в плюс для нас, а у нас между тем сильная позиция. Значит, знаете, вот из всех карт как будто пытаются, как мы говорим, есть такая поговорка, не мытьем, так катаньем. То есть, если таким образом не получилось зайти, к вам могут попытаться зайти с другой как бы стороны. Но вот явно, словно есть люди, у которых и какой-то свой план для чего-то вот с вами взаимодействовать. Давайте мы посмотрим, что в личной жизни. В любом случае, сильная позиция. В личной жизни нам выпадает король мечей. И это может означать просто, как, в каких энергиях нужно быть. Вот те энергии, которые до сих пор обрисовывала, да, больше рационализма, хладнокровия и умения видеть по факту. И надо сказать, король мечей, он как раз достаточно продуктивен и удачлив. Дела, работа, бизнес и деньги. Может быть, ваш партнер по браку или человек, знакомый, друг, который рожден под знаком зодиака, стихии воздуха. Это у нас близнецы, весы, водолей, или имеет там асцендент и будет какое-то у вас взаимодействие. Но чаще всего по этой карте идут какие-то чиновники, представители законной власти. Вот мы себе точно не должны навредить. Или представители закона, или иногда идут и врачи, или какие-то узкие специалисты тоже проходят по этой карте. Но, безусловно, как карту совет можно воспринимать, что все же мы держим в первую очередь эмоциональный баланс. Нас ничто не должно выбить из какого-то равновесия. И не совсем нам тут про любовь вообще по всем этим картам. Значит, есть какая-то ситуация, которая, может быть, какой-то вопрос на работе, который вас может, ну, вот так немножко зацепить, и будете где-то, ну, не выбросите из головы, а будете думать и после работы. Или есть какая-то жизненная ситуация, которую тоже нужно решить. И значит, где-то делать это рационально. Как держа руку на пульсе с одной стороны и подмечая все то, что происходит вокруг, так и удерживая собственный эмоциональный баланс. Знаете, может быть, просто обстоятельства будут как-то быстро меняться. И у нас ведь выпадают старшие арканы, и 13-й аркан смерти, и посмотрите, как интересно, 14-й умеренности. То есть какая-то есть цикличность в обстоятельствах, которые помимо вас развиваются. И вам, используя свою собственную силу, прозорливость, внимательность, и вам как будто высшие силы вас награждают этой сильной позицией. Просто нужно правильно провзаимодействовать как с людьми, так и с окружающей обстановкой. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.